Привет, друзья! Сегодня у нас будет видео опять на тему пострелушек. Так что усаживайтесь поудобнее и смотрим. Стрелять, в принципе, не будем, потому что сегодня ветер достаточно приличный. Порывы, я так думаю, до 10 метров. Я, в принципе, не мерил анимометром, но полагаю, что временами 10 метров. У меня там сухая береза стоит, руки не доходят ее спилить. Все, блин, огрызки падают с нее. На машину как-нибудь завалится. Тема сегодня у нас будет изготовление стенда для стрельбы. Многие стенды делают из различных подручных материалов. Кто-то покупает, кто-то вообще не заморачивается, там картонку поставил или фанерку, или доску степлером прибил бумажку или просто нарисовал фломастером метки и вперед. Я решил сделать стенд. Для этого понадобится кое-какой инструмент и материал. Я покажу, из чего я делаю, а вы уже, в принципе, можете докумекать, что вы можете сделать наподобие этого из своих материалов, ну или просто купить там в строительном магазине или попросив на стройке у кого-то там за бутылочку пива. Понадобится нам для этого вот такие обрезки арматуры, полдюймовая водопроводная труба, я думаю, у многих она есть, или просто видели, где валяются. Ну, само собой, флекс. Сварочный аппарат у меня. Вы можете воспользоваться различными саморезами и болтиками, не используя сварочный аппарат. Ну, дрель со сверлом. Я буду шуруповерт использовать. Ну и технадзор. Вот он. Он пока отдыхает на солнышке, но слушает и смотрит внимательно, чтобы не нарушались никакие технические нормы и правила техники безопасности. Вот он. Если что, загрызет. Заранее извиняюсь за звук. Ветер сильный, и микрофон может быть шуметь. Хоть и качественная Сонька стоит, звук 5.1, но тем не менее этого самого поролончика у меня на микрофон нет. Сегодня как раз пришла посылка, пришла смс-ка. Я заказывал Байон. Микрофон, работающий на радиоканале. Там приемник, который подключается к камере, и два передатчика. То есть вы можете прикрепить его к себе, там петличка, и на удалении там 100 метров, а то и больше, по радиоканалу передавать звук в камеру. Вообще не будет никаких помех. Ну а так как два передатчика, то можно участвовать вдвоем, там два собеседника. Ну вот как бы так. Получу сегодня и думаю сделать видео по вот этому радиомикрофону. Может быть, кому-то и пригодится. Ладно, отвлеклись. Начнем работать. Итак, для начала я отпилю по размеру арматуры. Скажу размеры, которые я использую. А вы уже можете использовать, в принципе, и другие размеры. Ну, в зависимости от того, какой стенд вы хотите сделать. Больше, чем у меня, или меньше, чем у меня, и так далее. Я так на бумажке нарисовал примерно, эскизик набросал с размерами. Ну и думаю, что меня это дело устроит. Итак, начнем. Техника безопасности. Само собой. Потому что с руками и с глазами как-то приятнее жить. Поэтому берем перчатки. Перчатки, естественно, не синтетика, а какие-нибудь кожа или дермантиновые, которые искра не жрет. Ну и очки. Так, моя рулеточка. Рулетки мрут как мухи. Я работаю на улице по настройке. И от воды и влаги они быстро ржавеют.
Так, труба пока в сторону, арматура. Мне нужна одна арматурка примерно 70 сантиметров длиной. Отмечаю. Есть. И 4 арматурки метровые. Арматура 10 миллиметров диаметр у меня. Так, это, по-моему, уже по размеру вроде как, да, это метр есть. Уже готовая, в сторону. Ну и вот эти мы сделаем по размеру. Да блин, что я тут изобретаю? У меня живот есть. Шаблон. Потому что пару миллиметров не критично. Он согласен, технадзор. Допуски несколько миллиметров допускаются. Так, еще одна нужна. Отметил. Ну что, пилим? Готово. Так, одна лишняя. Теперь мне нужно 2 колечка небольших. Вы можете использовать большие шайбы или там гайки, например. Я, в принципе, сделаю 2 колечка с этой полдюймовой трубы. Я попозже объясню, для чего они нужны. Так, теперь мне нужно, я думаю, в районе 7 сантиметров 2 трубочки. Цифра 7 хорошая, мне нравится. Ну и 2 по 10 сантиметров. Отрезаем.
готово. Обращаю ваше внимание, размеры любые. Можете использовать другие, там не 7 сантиметров и 10, а какие вы хотите. И допуск в пределах там нескольких миллиметров, когда отрезаете, тоже, допустим, без проблем. Можете даже отрезать одну 7 сантиметров, другую 6 сантиметров и так далее. Так, мне еще, в принципе, нужен, как это правильно по-русски-то будет. Да что ж такое-то? Где же это слово-то в моей голове? Тиски, в которых надо будет зажать трубочку и сделать отверстие. Ну, руками же я не буду держать трубочку и сверлить. Приятнее в тисках. Ну, или просто ногой наступить и просверлиться. Я сделаю в тисках, так как они у меня есть. Сори, что делаю, как говорится, на коленке, на земле. Верстака у меня нету. А в гараже у меня лодка на прицепе стоит, места нет. Поэтому приходится делать вот так вот. Так, я думаю, мне нужно обработать отрезанный материал немножко наждаком. Можете использовать напильник, можете использовать наждак на флексе. Я буду использовать наждак на флексе. Потому что заусенцы нам нежелательно, чтобы мы не ранились в процессе установки стенда. Приятнее все-таки, когда руки целые и без царапин. Так, заменим диск отрезной на наждак. Шайба у меня быстро зажимная, я не использую ключи. Сами знаете, кто пользуется флексом, это геморрой. Потом фиг диск, блин, открутишь. А это, блин, все просто. Денег, правда, стоит, но что делать? Удобство. Итак, зачистим кончики. Так, арматура зачищена, заусенцев нет. То же самое проделаем с нашими трубочками. С этими маленькими шайбами не надо ничего проделывать, только с большими. Так, трубочки готовы. Заусенцы обработаны. Теперь мне нужно опять поменять насадку, одеть ежика. Где мой ежик? Можно использовать металлическую щетку, просто ручную. Я буду использовать ежик. Ну или наждаком вы работаете. Ежиком проще. Сейчас объясню, что будем делать. При работе с ежиком одевайте очки. А желательно вообще маску, потому что вот эти щетинки отлетают и втыкаются. Потом бывает... Блин, это уже не надо. Потом бывает, стираешь даже одежду и смотришь, блин, что такое, блин, откуда проволока, блин, понимаешь, что работал с ежиком. Так, с ежиком нам нужно будет обработать две трубочки, вот так, чуть-чуть посередине, в месте, где будет сварка, ну, чтобы контакт был хороший. То же самое на двух арматурках, куда будет привариваться вот эти маленькие колечки, тоже нужно обработать, чтобы сварка прилипла.
а не было тяп-ляп. Приваривать колечки будем примерно посередине. Это в зависимости от того, какой вы наклон хотите сделать. Я буду наклон делать примерно градусов, наверное, под 45. Поэтому привариваем посередине. Приваривать нужно одинаково, чтобы не было у вас шприц. Одна нога будет, короче, другой, ну, наклон один, а другая другой наклон. Ну, это сейчас мы только зачистим в этих местах примерно. Потом еще раз сделаем отметку. Так, включаем нашего ежика и зачищаем. Перчатки обязательно. Вот так выглядит зачищенная арматура. Можете, в принципе, даже наждачку использовать. А вот так выглядит место, куда будем привариваться трубочка. Сейчас я подготовлю сварку, и мы начнем. Так, сварка готова. В принципе, можно включать. Сейчас я еще сделаю разметку на 50 сантиметрах, куда приваривать на колечко. Так, где масломатка. Один, второй. Вот сюда я буду приваривать вот эти колечки. Вы можете использовать все, что угодно. Дайте большого диаметра, просто шайбы. Мне как бы вот проще, подручно средств сделать упор. Так, теперь мне нужно массу подсоединить. Есть. Пока приноровись, я как бы сварщик не профессиональный, любитель. Поэтому сварку купил полностью компьютеризированную. Выставишь материал, в данном случае железо, толщину его, ну и эту самую, и место соединения выбираешь там, прямое, чтобы припой был прямой, либо вогнутый, либо выпуклый. Все, он напряжение токи сам выставит. Не надо там париться и искать. Включаем аппарат. Так, у меня железо стоит 1,5 мм толщиной. В принципе, я думаю, не хватит. И прямой угол. Сейчас покажу вам поближе, как это дело выглядит. Вот так выглядит мой аппарат с моими настройками. Но не у всех такие есть, у всех, блин, ручные обычно. Токи, напряжение. Так, чуть-чуть отрезать. Мне такая длинная проволока не нужна. Так, мой волшебный флакон. Антиприлипайка. Удобная вещь. Не надо потом сопла драть, чистить и скоблить. Ну и все, и каску.
Ну вот как бы первое есть. Сейчас я вторую сделаю, точно так же. Ну вот, как бы готово. Сейчас я обработаю. Приведу божеский вид. Сварка мне не нужна. Можно отключать. Меняем насадку. Потом, в принципе, тоже можно ежиком еще обработать. Так, снимаю колечко. Ну вот так вот выглядят обработанные части, зачищенные наждаком, ну и потом еще ежиком обработал. Повторюсь, я не профессионал, я любитель. Варить профессионально не умею, поэтому и сварочный аппарат такой для дураков, правда дорогой, дорого стоит. Выставил параметры и все, и забыл. Так, еще покажу одну важную вещь, как я вам говорил. Ежик. Ошметки летают. Несколько раз вот в лицо прилетало. Сейчас я покажу на своей одежде, как воткнулась. Так, сейчас я тут фокус наведу. Ну что ж такое, плохо показывает. Так, на солнышко будет лучше фокус. Ну вот, вы видите, проволока воткнулась в одежду. И в лицо тоже летит. Вот еще ниже. Не знаю, видно на камере или нет. Ну, в общем, поверьте на слово, летают проволочки, будь здоров. Поэтому лучше одевать не только очки, а маску такую есть. Прозрачное стекло. У меня есть, в принципе, в гараже. Но гараж не здесь, поэтому показать вам не могу. Так, продолжим. Сейчас нам нужно сделать два отверстия в трубочках. Блин, забыл, вот сварка нам еще нужна будет. Нам нужно будет сюда арматурки приварить. Но раз я уже занялся этим самым отверстиями, то ладно, просверлимся. Закрепим трубочки в тисках. Сделаем отметку, чтобы одинаково было, было одинаково. На расстоянии 2 сантиметров я сделаю. Сейчас мне еще, в принципе, керн нужен. Так, керн, ну и само собой молоток. Чуть-чуть накернить, чтобы сверло не ползало туда-сюда. Так будет лучше. Так, я буду использовать 11-е. Арматура 10 мм. Вы можете тоже 10, в принципе, взять. Если что,
проточить арматуру. Я как бы не хочу это делать. Возьму 11. Сверла советую использовать качественные, как и я, с добавлением кобальта. Потому что Советский Союз давно кончился, и производить нормальные сверла некому. Советские сверла вполне могут потягаться с этими кобальтовыми по долговечности работы. Надоело покупать говно, блин, обычные черные сверла, блин, которые бывают частенько умирают даже на первом отверстии. Ну и так, сверлимся. Просверлить нужно только одну стеночку, насквозь не надо. Я что-то слегка криво пошел. Надо, в принципе, было достать сверлильный станок. Ну, раз на коленке делаю, то сойдет. Есть. Аналогично делаем вторую. Так, где вторая эта длинная? Вот она. Так, отверстие просверлено. Проверяем, войдет ли арматурка. Ну, в принципе, нет. Можно, в принципе, рассверлиться, ну, либо обточить, потому что у арматуры есть продольные вот эти наплавления. Они, в принципе, и мешают. Поэтому обработаем наждачком. Ну, вроде как готово. Да, до конца заходит. Это есть. Так, сейчас нам нужна опять сварка. Потому что мне нужно переварить. Так. Кончики я зачистил. Вот на этих, там где стопора стоят. Сейчас нам нужно приварить трубочки, где зачищены по центру места для сварки. Желательно это дело приварить под 90 градусов. Но если вы приварили под другим углом, ну, к примеру 80 на одной арматуре, то и вторую тоже надо сделать под 80 градусов. Я сделаю под 90. Ну что ж ты там гуляешь у меня? Перевес, потому что. Вот так будет нормально. Ну вот, 90 градусов. Арматурка стоит по центру трубочки. Сварка включена. Откусим чуть-чуть кончик. Где мои кусачки? Вот они. Обработаем антиприлипалкой. Очки. Ну и варим.
Ну вот, одна готова. Аналогично делаем со второй. Вот так это дело у меня получилось на практике. То есть горизонтально, перпендикулярно, правильнее будет сказать, приварены арматурки к трубочкам. Повторюсь, я не профи, но вроде как достаточно хорошо приварены. Уже зачистил. Потом можно будет всю конструкцию зачистить и покрасить. Сейчас я приберусь на своем участке, на, как говорят в советское время, на рабочем месте. Навести порядок надо будет. Потом я покажу, как все это дело собирается. Не удалось закончить нам видео, я решил продолжить. Небольшой апгрейд. Вот эти трубочки, куда вставлялась арматура, где отверстия были просверлены, я все-таки арматуру решил приварить. Предварительно одев на арматуру распиленную полдюймовую трубу. Порезал на разные части. Порезанные эти части будут выполнять роль подшипника. То есть, подвесив что-нибудь на эти трубки, мишень будет крутиться маятником. Ну, в общем, собираем обновленную версию стенда. Берем две арматуры. На одном конце приварены перпендикулярно трубочки. На другом конце закреплены вот такие расплющенные хвостовики. Скрепляем их болтиком. Вы можете также самую полдюймовую трубу взять, расплющить, просверлить и скрепить. Можете не плющить, просто просверлить и скрепить. Просто болтик нужен будет подлиннее. Не как у меня 2-сантиметровый. Собираем. Упираем в землю. Берем арматуру с фиксатором, вернее со стопором. Кому как удобно говорить. Сверху одеваем трубочку. Вторую точно так же. Получается треугольная такая
конструкция. Сверху обновленная версия вот с этими трубочками. Вставляем на арматуру. Ну и все. Вот она. Показываю ближе. Вот так выглядит. Трубочки крутятся. Все стоит. Достаточно уверенно. Передние две арматурки в землю упираются. Вы даже можете для надежности вот подстучать сюда, вогнать арматуру в землю. Ну, если на грунте где-нибудь вы делаете по стрелушке. Ну и хвостовик угольчатый на земле стоит. Ну и все. Сейчас подвесим мишеньки, и я вам покажу, как это дело работает. Берем цепь и вешаем на нее что-нибудь. Гонг какой-нибудь. Ну, я сейчас резать ее не буду, она мне еще пригодится. Можно, например, подвесить, вот как я уже говорил, диск CD-шный. Вот принцип такой. Две проволочки обмотали. Все, он зафиксировался. А здесь у меня вот такой пластиковый держатель, который одевается на трубу. Вы можете взять как идейку. Все, диск висит. Проволочки более-менее такие жестковатые, поэтому диск можете повернуть перпендикулярно. Ну, естественно, диск разобьется от пули, он же пластиковый. А вот так, если металлический гонг, то он будет делать оборот. Ну или вот, сковородку можете повесить бэушную. Где у меня шнурочек был? Ну, шнурок, конечно, не рекомендуется. На какую-нибудь проволочку можете подвесить. И все. Стреляете. И вот ваш гонг. Еще вот как идея. Есть пластиковые трубы. Наверняка видели вы все в строительных магазинах. По-моему, в районе 22 миллиметров они в диаметре. Ну и, соответственно, куча всяких фитингов. Вот, скажем, муфта для соединения двух труб. Уголок вот, под 45 градусов, под 90 градусов. Тройник. Ну, тройник у меня на другой размер труб, но как бы есть тройники под этот диаметр. Вот собрали, ну, предварительно обмазали клеем для пластмасс, склеили, и все будет конкретно держаться. И если у кого-то нет сварки, вот, пожалуйста, вам идея сделать из пластиковых труб. И стенд будет очень легким. Но конечные составляющие можно не склеивать, чтобы можно было разобрать и конструкцию такую не возить в машине там куда-то на стрельбище, а чтобы вы могли взять ее и разобрать. Приехали и раз собрали за 2 минуты и все. То есть все склеивать не нужно. То есть какие-нибудь там такие части, которые неразборные, но и они не будут занимать место, вы склеите, а остальные угловые соединения не склеиваете. И все.
Держится довольно прочно, ничего не болтается. Вот вам как идея. Попозже будет видео о том, как я сделаю гонг. И я его сделаю из большого металлического диска по бетону. Не буду рассказывать, что я буду с ним делать. Пусть будет это интрига. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не прозевать этот анонс. Ну и все. Вот. Хороший, быстросборный и быстроразборный стенд для стрельбы. Как с пневматики, так и также с огнестрела. Довольно прочно стоит. Но то, что он покачивается, это нормально. Даже если ветер будет сильный, то он качаться не будет. Качаться будет только гонг. Все, всем пока. Увидимся в новых видео. Размеры, которые я использовал. Вы можете использовать их как основу, потом уменьшить, если что-то не понравится. Ну или использовать свои. Как пример. В принципе, меня мои размеры как бы устраивают. Вот вид спереди.